Всем добрый вечер. Итак, дорогие друзья, как обещала, дарю очередную работу. И хочу заранее сказать, сегодня я завершила свои работы где-то в 7 утра. И в 12 смотрю комментарии под роликами, и находятся бессовестные просто двуногие существа, которые пишут: а где заговор, а текст где? Это такое свинство, это такой плевок в душу. Таких людей я просто выкидываю из форума, я их видеть и слышать не хочу. Не трогайте мои работы, подобные существа, не трогайте, у вас ничего не получится, потому что вы не люди. Я не знаю, кто вы, но к людскому роду вы никак не относитесь. Настолько омерзительно. Это такое скотство, это такое свинство. Ночью человек сняла, объяснила. Причем на русском языке можно было взять и записать, в конце концов, если срочно нужно. Но в любом случае можно... Да представьте, вот настолько такое уродливое просто нутро должно быть, чтобы человек не понял. Нам показали, подарили, под утро человек пошла спать. И я еще смею, наглости и стыда хватает написать, где текст. У меня просто, в таких случаях, понимаете, как вам сказать, от такого хамства не знаешь даже вот, что ответить. Что можно ответить подобному существу? Не знаю. В течение нескольких дней текст всегда бывает. А если не бывает, берете и записывайте сами, в конце концов. Я понимаю, если бы это были слова на другом языке, даже это можно записать. Но можно было понять, например, ждут люди, ждут молча, когда напишут, чтобы правильно произносить. Но здесь это настолько надо быть хамлом, просто вот таким мурлом. У меня просто, вы не добьетесь ничего в жизни. С таким отношением потребительско-скотским никогда ничего вы в жизни не добьетесь. Это нереально. Ради себя не желать даже малейшие там какие-то усилия прилагать. Далее. У нас был ритуал с вами Замурут Куш. И там я вам объяснила о том, что птицы считались посланниками богов. Богов всегда изображали с определенной птицей. Например, Гекату с совой, Афину Палладу с совой. Сова как птица мудрости, символ мудрости. Одина изображают с воронами. Мориган с вороном изображают. Есть определенные скандинавские божества, которых изображают с аистами, как символ, скажем так, плодородия, да, деторождения. Хотя аисты на севере редкость, но когда аисты стали появляться, то это было некое ощущение послания от богов, и начали изображать с аистами, с вороном, с филином, с орлом. Зевса изображают. Любимая птица и посланница Зевса, орел. Вообще орла считают переродившимися воинами, или те, в которых переселились воины, их души. Много можно рассказывать, говорить, но одним словом, птица, посланница небес. Птиц кормят, когда просят что-либо. Вот кормят птиц и говорят свою просьбу. Сжигают перья птиц во многих сказках, легендах и призывают определенную птицу, которая приходит на помощь. Симург, например, птица, легендарная птица Симург. И вот Замурут Куш для исполнения желания, и многие похвалили, сказали, что очень быстро сработало. Куш – это древнепарфянское название птицы. Буквально переводится как посланница добра. Но это название используют как персы
как тюркоязычные народы, и армяне использовали. Но, правда, это не литературное слово, но оно как бы используется в обиходе, используется в литературе именно с наклонностью легенды, сказки, рассказы и прочие, былины. И вторая птица. Птица счастья или счастливой судьбы. Бахт-и-хуш. Бахт. Богиня судьбы, доброй судьбы. И я вам дарила такой ритуал. Есть несколько разновидностей судьбы. Бахт – это добрая судьба, счастливая судьба. Кишмат или хисмат – это рок, неизбежность. Так вот, бахт – это та самая судьба, та сила, которая приносит удачу. Многие восточные народы желают молодым бахт или бари-бахт. Слово бари, как ни странно, доброе или добрый. Это слово стало общим, и я часто слышу это слово, хотя оно имеет армянское происхождение. Добрый, доброта. Индоевропейское, одним словом. Цыгане друг друга, поздравляя или желая счастья, говорят бахтали. Часто слышали, наверное. Это у нас соседи там через один дом орут. На выходные приезжают всегда, у них тут шалман кильдым. Да. Напоминает нам времена, когда мы в квартире жили, и вот алкаши жили наверху. Приятные воспоминания пробуждает. Ладно, не обращайте внимания. Итак, в древние времена призывали бахт-и-хуш, то есть призывали птицу счастья, птицу доброй судьбы, посланницу богини судьбы, которая приходила, прилетала, узнавала, то есть слышала, что хотели, что просили, и доносила до богини судьбы, и оно исполнялось. Так вот, примерно как призывали эту птицу, я знаю, но, естественно, таких прямых текстов не сохранилось. Поэтому данные мне властью от сил Вселенной я сама составляю, и вы уже не раз убедились, что весьма, скажем так, удачно. Настолько удачно, что, ладно, об остальном говорить не буду. Лучше я на днях, или, может быть, сегодня, если будет время, выставлю опять голосовые, что и как меняется у людей, и это будет приятно и мне, и им. Так вот, нам нужно взять пшено. Купите пшено, везде продается. Это не редкость, не дефицит пока еще. Вечером, когда солнце село, открывайте окно или в открытом пространстве. Сыпая пшено, вот так, созывайте эту птицу. Читайте 3 раза и полностью сыпите пшено. Все, больше ничего не нужно. Через некоторое время то, что вы просили, исполнится. Только, естественно, просите то, что имеет доброе начало. Тоже хочу предупредить, потому что силы слышат добрые пожелания и просьбы. Невозможно попросить у сил сделать так, чтобы у соседа там дом сгорел и силы услышат. Нет. Желать нужно хорошее, во благо. Тогда будет услышано. Итак, читаем. О, изумрудная птица, зову тебя из 7 гор и 7 морей. Вылети с окна своего золотого замка и прилети сюда, вестница добрая, посланница богов. Долети до меня, отзовись на мой зов. Бахт-и-хуш, зову тебя, призываю, прошу тебя и заклинаю. По повелению великих богов исполни мою просьбу. Бери угощение. При этих словах нужно вот так сыпать. Услышь мое моление, и да будет так, как я тебя прошу. Говорите просьбу коротко, четко, ясно. Ну, например, пусть там примут меня на такую-то работу. Или помоги мне, чтобы я могла там в течение месяца, не знаю, купить мебель или что-то еще. То есть то, лучше материальные блага, они быстрее исполняются. Или чтобы меня не уволили, если вы боитесь чего-то.
Одним словом, то, что касается лично ваших материальных благ, жизненных там ситуаций и прочее. Бахтихуш, парихуш, посланница добрая, прилети ко мне и помоги мне, и да исполнится сказанное, заклято. Да, кстати, можно и ячмень, можно и овес использовать, то, что едят птицы. Но в основном злаковые. Еще раз. О, изумрудная птица, зову тебя из 7 гор и 7 морей. Вылети с окна своего золотого замка и прилети сюда, вестница добрая, посланница богов. Долети до меня, отзовись на мой зов, Бахтихуш. Зову тебя, призываю, прошу тебя и заклинаю. По повелению великих богов исполни мою просьбу. Бери угощение. Услышь мое моление, и да будет так, как я тебя прошу. Сказать свою просьбу. Бахтихуш, Барихуш, посланница добрая, прилети ко мне и помоги мне, да исполнится сказанное, заклято. О, изумрудная птица, зову тебя из 7 гор и 7 морей. Вылети с окна своего золотого замка и прилети сюда, вестница добрая, посланница богов. Долети до меня, отзовись на мой зов. Бахтихуш, зову тебя, призываю, прошу тебя и заклинаю. По повелению великих богов исполни мою просьбу. Бери угощение. Ну, вот можете в конце, вот сразу все. Услышь мое моление, и да будет так, как я тебя прошу. Сказать свою просьбу. Бахтихуш, парихуш, посланница добрая, прилети ко мне и помоги мне, да исполнится сказанное, заклято. И за короткое время то, что вы попросили, обязательно сбудется. Всем удачи и, как у нас говорят, бари бахт.